Как и обещала, будем сегодня шить спортивный костюм. Вот из этих тканей, прекрасных тканей, черная и молочного цвета двунитка, пенье. Очень приятная, очень нежная, гладкая, тактильно, даже, одно удовольствие, смотрится очень хорошо. Я, конечно же, уже за это время пошила один такой костюм. Сейчас я буду шить похожий костюм. Вот что у нас получилось. Такая кофточка. Вот я выбрала такой себе дизайн, мне так захотелось, и я ее такой сделала. Вот, что нам нужно для этого, чтобы приступить к работе? Соответственно, нарисовать макетик, что вы хотите, создайте себе то, что вы хотите, дизайн, какой вы хотите. Вот видите, здесь у меня такой дизайн, а в процессе работы я еще добавила с этой стороны, вот с этой стороны, вот такие же царапинки. И мне показалось, что так будет лучше, и оно действительно стало смотреться гармонично. Здесь я для себя сделала памятку, вот, что мне нужно для расчета тканей и формул, какая свобода облегания, какие ширина шва будет у меня, значит, я должна дать припуски на швы этой ширины. Я для своей памяти здесь это все указала, чтобы потом не путаться, ничего. Все записано. Выбираем свободу облегания на свое усмотрение. Если вы хотите оверсайз, то вы можете выбрать даже 9 сантиметров на свободу облегания на половину обхвата груди. Даже так, это оверсайз. Если вы хотите полуприлегающий, вот, или свободный, вы выбираете на свободу облегания от 6 до 9 сантиметров. Вот, выше 9 уже смысла нет даже для оверсайз, потому что там уже это уже припуски для пальто. Вот. Дальше заготавливаете себе, пишите мерки. Вот эти мерки мы будем использовать для расчетов величин нашей выкройки. Здесь вы укажете, значит, здесь полуобхваты, у нас упрощенный крой, легкий, упрощенный, не замороченный крой. Полуобхват шеи, полуобхват груди, полуобхват бедер, ширина плеча, длина изделия. Для рукава обхват ручки в самом широком месте, обхват ручки низа с захватом немножечко запястья, чтобы рука пролезла в рукавчик. И, собственно, длина рукава. Вот то, что нам нужно. И, соответственно, здесь же мы сразу указываем, наши расчеты произведены с припусками на швы или без припусков на швы. В данной ситуации мы будем кроить без припусков, рассчитывать выкройку без припусков на швы мы дадим прямо на ткани. А вот будем кроить брюки, мы тогда учтем все припуски на швы, на свободу облегания, все прямо в крой, чтобы вы могли потом просто вырезать и забыть. Вот. В процессе работы я вам покажу эти формулы. Когда мы будем делать сейчас чертеж, я буду делать на ткани, вы можете сделать на кальке, на миллиметровке, на ватмане, в общем, на любом подручном средстве, которое у вас есть, которое вам удобно. И будем рассматривать, как это делается. Ну, значит так, мы убираем все, что нам не нужно. Мы подготовили эти материалы, откладываем их в сторону. Берем нужную ткань. Штанишки мы будем шить из этой, мы откладываем в сторону. Оставляем белую ткань. И что нам нужно для создания выкройки, собственно? На ткани мы будем, ткань светлая, будем рисовать линии. Это термопаста черная, чтобы ее было видно. Она утюжком снимется. Сантиметровая лента. Вам нужны будут иголочки, если вы будете использовать бумажную выкройку, чтобы приколоть ее к ткани, и она не скользила, не перемещалась, и все было точно нарисовано. Это мелок мы используем на темной ткани, ножницы, которыми вырезаем, лекала, которые помогут нам
в работе создать плавные линии, особенно на брючках, вот, нам пригодится. Это лекало нам пригодится для создания проймы. Вот где она более выпуклая, это передняя часть, передний наш рукавчик, а это спиночка. Обязательно угольник для удобства, чтобы мы не вымеряли расстояние линейкой, одинаково поперечную линию провести. Мы приложили угольничек, и тут же у нас идет идеально ровная линия. Это очень удобно, желательно его иметь. И прямая линейка. И, кстати, вот эти вот линейки и многое другое я приобрела не в швейных магазинах, а именно в строительных. Потому что я заметила такую тенденцию, что какие бы линейки я не купила в канцтоварах или в швейных магазинах, бывают неточности, бывает кривизна. Вот. А строительные, они легкие, они не тяжелые, но они идеально ровные, на них хорошо видны цифры, удобно держать, есть ручка, здесь даже уровень есть. Соответственно, здесь и углы указаны, в общем, все, что ты хочешь, и градусы, и цифры. Вот, и в таком измерении. Здесь и поперечные есть для отметок, если они нужны. Вот, очень удобно. Но эти линейки, конечно, не из дешевых строительных материалов, в строительных отделах. Ну, вот, собственно, и все. Мы сейчас будем раскладывать ткань и приступать к созданию нашей выкройки. Применять будем наши расчеты уже на деле. Ну что же, мы разложили ткань. Я буду кроить непосредственно на ткани. Тем, кто не очень опытен, или, может быть, это даже первый опыт, я рекомендую все же сделать эту выкройку на бумаге. Если вы будете делать выкройку на бумаге, положите ее ровным срезом к себе, и это будет ваша середина спинки. Выкройку мы будем делать 1/4 нашего объема. То есть наша спиночка, ткань, сложена вдвое. Когда мы ее раскроем, получится целая спинка. А сейчас она сложена пополам. Это наша спина. Здесь ткань, которая у нас пойдет на полочку. Это очень простая выкройка, не заморочная. В ней не нужно замерять длину спины до талии, длину переда до талии, высоту груди, центр груди, расстояние там, ширина спинки, ширина груди 1, ширина груди 2. Этого всего здесь не нужно. Она очень проста, но вы будете удивлены, как хорошо она сидит. Практически на любой фигуре. Если вы будете строить на сутулую фигуру и вас заинтересует, как это делать, обращайтесь, я подскажу. Мы с вами эту бумажную выкройку смоделируем именно на сутулую фигуру. Там есть нюансы, которые нужно исправлять, добавлять, убавлять и так далее. Я буду кроить непосредственно на ткани и строить выкройку, поэтому раскладываем ткань в долевом направлении. Вся наша выкройка полочки, спинки, рукава будет в долевом направлении. То есть сверху вниз будет идти самая прочная нить, тугая, самая меньше растяжимая нить. С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что мы сейчас построим прямой угол, создадим базисную сетку. Для этого от края мы немножечко отступаем, хотя бы сантиметров 4. То есть, если вы кроите на ткани, вы оставляете 1 сантиметр для шва, 3 сантиметра для высоты ростка. И отсюда начинаете строить первую линию. Одна у нас уже есть, это сгиб ткани, ткань в сгиб, сгибом к себе. Это центр спинки, который не будет иметь шва. Значит, мы кладем линеечку, наш угольничек, вот, строго по краю и проведем нашу горизонталь. Она не должна быть длинной, поскольку здесь линия горловины, она большой не должна быть. Значит, мы построили линию горловины, которая у нас помещаться будет здесь шейка. Вот, от этой линии
мы должны отложить длину изделия. У каждого она своя, вы ее замеряли, вы знаете, какую длину вам надо. И вы должны учесть, если вы на ткани кроите, что вам ткани должно хватить, длина изделия плюс 4-6 сантиметров на подгиб низа, если таковой имеется. В моей модели подгибки нет, у меня идет рваный край, и я буду строить отдельно обтачки изнутри другого цвета, и мне нечего загибать, поэтому я отмеряю ровно длину изделия. А перед работой мы же приготовили все наши талмуды, положили перед собой. Мы видим наши мерки, что мы должны сделать, и с чего начинаем. Значит, мы построили линию горловины. Теперь нам нужно отмерить длину изделия. Отложить длину изделия. Смотрю, длина изделия у меня 75, у вас она может быть своей. Я откладываю 75 сантиметров, поскольку кофта, которую я буду шить, имеет такую длину и не имеет подгибки. Провожу линию низа. Это низ нашего изделия. Не забудьте, если у вас кофта будет иметь подгибку, вы должны отложить от 2 до 6 сантиметров для подгибки, как вы выберете. Что делаем дальше? А дальше нам надо определить, где у нас находится линия груди. Для этого у нас существует формула, которую мы создали. Вот она, прошу, посмотрите внимательно. Значит, мы находим линию груди. Собственно, где наша грудь на чертеже будет размещаться. Для этого нам надо полуобхват груди разделить на 3 и плюс 6. Вот эта формула. У меня это будет полуобхват груди у меня 62,8 у моего клиента. Значит, я это делю на 3 плюс 6, получается 26,9. Вот эти заготовки вам очень помогут и упростят работу. Вы сразу видите число, линия груди, ага, 26,9. Значит, все вы отмеряете от линии шеи, ростка, как вы хотите, ту длину, которую вы сейчас высчитали по этой формуле. 26,9. Есть точечка. Теперь мы берем угольник. Видите, как удобно угольником работать. Сразу проводится четкая горизонтальная линия без перекоса. Не надо ее трижды замерять с разных высот. Вы тут же отложили эту линию. Значит, это мы нашли линию груди. Линия груди. Подпишем. Линия груди, буква Г. Это линия низа, буква Н. Если у вас будет подгиб, вы поставите N1. Так, мы нашли линию груди. Где у нас на чертеже находится грудь? Теперь нам надо найти ширину груди, поместить себя в эту выкройку. Для этого существует формула, обратите внимание, ширина по линии груди. Для этого что нам нужно? Как она звучит? Полуобхват груди. Полуобхват груди, деленный на 2 плюс 3. В моем случае, значит, полуобхват у меня 62,8, делю на 2 плюс 3, у меня 34,4. У вас получится число ваше, поскольку значение вы подставлять в полуобхват груди будете другой. Почему у меня стоит цифра 3? Я выбрала такую свободу облегания, то есть кофта будет свободной. Если это умножить на 4, мы же делаем 1/4 выкройки, то есть у нас спинка сложена вдвое. Если взять полный обхват груди, то это будет свобода облегания 12 сантиметров. Это я делаю для того, чтобы потом посмотреть, примерим, посмотрим, довольно ли этого или надо где-то сузить. У моего клиента очень широкие плечи, очень накачанная такая грудь.
широкая спина, поэтому я хочу, чтобы оно красиво лежало. И плюс я крою прямо на ткани. Ткань не декотирована. Я всегда в таких случаях, именно в этих тканях, даю 1 сантиметр ко всему объему на усадку после стирки или после утюга. Это надо учитывать. Значит, ребята, полуобхват груди делим на 2, плюс ту прибавку, которую вы хотите. У вас может быть 2 сантиметра, может быть 3, а может и 1. Объем груди плюс прибавка на свободу облегания. В таких кофтах от 6 до 9 сантиметров. У меня исключительный случай из-за нестандартной фигуры. Значит, 34,4 отмеряем. Вот у меня точка. От этой точки мы проводим вертикаль до линии низа, а если есть подгибка, то до точки N1. Просто проводим вертикаль вниз. Это и будет боковой срез нашей спинки. Провели. Так, линия плохо провелась. Мой карандашик, возможно, закончился. Так и есть. Берем другой. Значит, проводим эту линию. Это боковой срез, боковой шов нашей спинки. Нашли. Нам теперь нужно узнать ширину проймы, рассчитать по формуле ширину проймы, то есть куда рука будет наша заходить. Рассчитываем ширину проймы по вот этой формуле. Полуобхват груди делен на 4 плюс 3. Значит, у меня полуобхват груди моего клиента 62,8 делю на 4 плюс 3, получается 18,7. Это получается общая ширина проймы и спины, и переда. А нам надо взять только на спинку. Значит, мы вот этот полученный результат делим на 2 и откладываем на спинке половину общей ширины проймы. У меня это 9,3. Я возьму 9,5. 2 мм в ширине проймы это ничего не решает. Ни на что практически не влияет, если это не облегающий силуэт. Вот. В облегающих силуэтах там идет более замороченная выкройка, где много-много всяких измерений надо производить. Вот, и спинка косая, и длина спины до талии, и там и ширина бедра, и высота бедра, в общем, и выточки, и все на свете. И от этой точки, которую мы нашли, мы проводим вертикаль вверх до линии ростка. Вот, до линии ростка. То есть мы нашли отверстие, в которое у нас поместится ручка. Хорошо, сделали это. Что теперь нам нужно? Теперь нам нужно сделать ширину обхват нашей шейки, высчитать, да? Для этого нам надо ширина горловины, как рассчитывается? Полуобхват шеи делится на 3 и плюс 1 сантиметр. Это формула расчета полуобхвата шеи для конструкции выкройки. Значит, в моем случае это 21,5. Полуобхват шеи, не полный обхват, а полуобхват шеи. ПОШ, полуобхват шеи. Делим на 3. 21,5 делим на 3 плюс 1. У меня получается 8,1. 8,1. Ставим точечку. Есть у нас эта точка. Мы нашли ширину нашей шеи. А теперь же нам надо сделать высоту ростка. Поскольку наша шейка имеет круглую форму, мы же не квадратные, и она должна уйти на плечико, значит, мы должны найти высоту ростка. Смотрите, можно высоту ростка рассчитывать там по формулам. Допустим, ширину ростка разделить на 3 и отмерить это расстояние.
Но бывает так, что шея настолько велика и широка из-за разных образований на позвоночнике, там эти бугорки всякие и все такое, что оно получается очень большое число. Больше 3 сантиметров я не рекомендую вам брать высоту ростка. Это максимум, который допустим в фигурах, которые, скажем так, близко к стандартным. Худые, если люди, или маленькие, тогда можно взять стандарт, классический стандарт 2,5 сантиметра. А так 3, но выше 3, как правило, не делается. Там просто уже делается исключительно в нестандартных фигурах, делается исключительно по тем замерам, которые вы сделали. И они должны быть правильными. Это основное условие. Все мерки, которые вы сняли, они должны быть правильными. Значит, и в данном случае я беру 3 сантиметра, поскольку у нас массивная шея, массивные плечи. Вот 2,5 мне не годится. Вот, мы нашли эту точку. Это высота ростка. Теперь мы можем плавной линией оформить нашу шейку. Пожалуйста, пунктиром, чтобы вы красиво сделали, нарисуйте сначала пунктиром, а потом проведите эту линию. В данной модели мы будем делать свободный крой на шее. То есть это мы сделали прям по шейке, по нашей шейке вплотную оно прилегает. А нам надо более свободная кофта, поэтому я буду углублять, когда буду вырезать, на 1 сантиметр. Я сразу себе помечаю, что здесь я уберу сантиметр. Вот, чтобы она свободненько лежала. Значит, вот практически мы уже почти построили нашу выкройку. Вот наш росток, это наша шея, росток. Ну, для наглядности я вам ее удлиню. Как правило, я ее рисую короткой. Ну, так вот. Она нам пригодится для наглядности. Значит, все, это мы сделали. На этой линии нам предстоит сделать 2 дела. Собственно, нарисовать саму пройму, куда наша ручка будет погружаться, и нарисовать плечико. Для того, чтобы найти наклон плеча, мы от точки пересечения линии ростка и линии высоты проймы отступаем вниз по линии высоты проймы 1,5 сантиметра. Нашли эту точку. Наша задача точку высоты ростка соединить с этой точкой. Или же, если у вас очень большое плечо, продлить его. Вот нарисуем чуть дальше. Обращаемся к нашим меркам. Они нам сейчас нужны. Почему? Потому что нам надо здесь отложить ширину нашего плеча. В моем случае ширина плеча 16 сантиметров. 16 сантиметров. В вашем случае это может быть и 11, и 14. То есть вы замеряете свои плечики. В моем случае 16 сантиметров. 1 сантиметр я добавлю на свободу облегания. И вот что у меня получилось. У меня эта точка получилась за этой линией. Но бывает так, что грудь уже, чем в моем случае. И эта точка может быть вот здесь. И мы тогда просто скругляем эту линию. Теперь мы построили наше плечо, нашли его длину. Вот мое плечо. Хорошо видна точка. Для того, чтобы нам правильно построить пройму, мы поделим линию высоты проймы пополам. Вот замеряем от этих 1,5 сантиметров, что мы плечо строили. У меня получается 25,5. Ну что же, это будет там... Я эту половинку как бы сильно учитывать не буду. Это будет 12,6, где-то так. Это такая вспомогательная точка только для удобства, чтобы нарисовать красивую нашу проймочку. И теперь, используя точку плеча, вот пунктиром для вас рисую, через эту точку нам надо пройти к боковому срезу. Здесь
немножечко под прямым углом, это для удобства работы, чтобы у вас потом, когда вы смещаете, собираете в кучку и перед, и спинку, не было никаких перекосов, углов. Вот буквально здесь 3-4 миллиметра, а затем от этой линии плавненько нарисуйте сначала так легким пунктиром. Не переусердствуйте, пожалуйста, не углубляйте слишком вниз, иначе получится некрасиво, будет лежать рукав на спинке, это просто не нужно. Вот даже я немножко вот так вот проведу, мне углублять сильно не надо, вот так даже. Вот, я для себя нашла вот такую. Все, это можно наводить. Это у нас все получилось. Поскольку у меня плечо уже, чем грудь получилась, точка, она у меня перед высотой проймы. У меня вот такая форма. У вас она может быть другой. Вот я навела. Ребятки, все, никаких проблем. Мы построили нашу выкройку. У нас есть шея, плечо, пройма, куда будет падать ручка, боковой срез и вот наш нижний срез. Убираю наши линейки, вот нижний срез. Для тех, кто строил на ткани и выкройка без учета на швы, вы при вырезании, чтобы не забыть, добавьте себе вот, сразу же укажите себе, что у вас срез будет идти не по этой линии, а вы должны обязательно сделать припуски на швы. Припуск на подгиб вы выбрали, который вам надо. У меня не будет припусков здесь. Горловину вы опускаем мы на 1 сантиметр, для того, чтобы лежала свободно на шейке, но и не висела до груди. Я буду срезать всего лишь на 1 сантиметр. Соответственно, по линии проймы тоже припуски на швы. По плечу тоже припуск на швы. Выбираете ширину ту, которая вам удобна, в зависимости от того, каким швом вы будете собирать. Если вы будете шов делать закрытым, добавьте 1,5 сантиметра, потому что вам надо будет прострочить по лицевой стороне, вывернуть потом по изнаночной. А если вы обычным швом, то в трикотаже от 0,7 до сантиметра. Если вы будете сшивать эту кофту оверлоком, то у вас будет ширина 0,7. Если вы будете на машинке, вы можете выбирать любую. 0,5, 0,7 сантиметр, как вам удобно. Все, мы закончили со спинкой. Теперь мы делаем перед. Что нам для этого надо? Собственно, поскольку это очень легкий, простой крой, мы должны добавить всего 2 узелочка. Это углубить нашу пройму спинки на 1 сантиметр. Вот почти от этой точки, чуть ниже. Выбираем 1 сантиметр. Сюда 1 сантиметр. Вот. И теперь плавно из точки края плеча по высоте проймы проводим желательно плавненькую линию пунктиром до этой точки. И выводим перед, углубляя на 1 сантиметр, но углубляя плавно. То есть и здесь отсюда мы немножко скругляем. Собственно, все. Наш перед готов. Значит, перед у нас идет немножечко круглее. Вот. Если вы кроите на светлой ткани, для того, чтобы не путаться, у меня просто черная термопаста. Красная закончилась. Поэтому я понимаю, это перед, это спинка. И поработать с нашей шейкой, с нашей горловиной. По ширине горловины, по ширине. И перед, и спинка имеют ту ширину, которую мы уже построили на спинке. Она неизменна, но глубина ее по переду равна ширине ростка по спинке плюс 1 сантиметр. Значит, у меня здесь 8,1, значит, я беру 9,1.
9,1. Из точки высоты ростка, не линии ширины ростка, а из точки высоты ростка мы откладываем ширину плюс 1 сантиметр. Это будет 9,1. Вот уголочек нарисовали себе для переда. И выводим плавную линию. Вот, собственно, мы построили шейку спереди, на нашей полочке. Но мы помним, что мы должны ее срезать на 1 сантиметр, поскольку у нас свободная горловинка, но не висячая, не глубоко вырезанная. Свободная. Значит, и спереди мы тоже указываем, что мы срезаем на 1 сантиметр. Значит, эта линия нам не важна. Вот, эта линия не важна. Это не важно, поскольку мы углубили на 1 сантиметр. Наши линии пошли вот отсюда. Вы строите все это на одном листе бумаги. Вот. И когда вы бумагу вырезаете, то по линии переда на пройме и на горловине просто делаете короткие надрезы. Поделали короткие надрезы на полочке. И выкроили спинку по общему, а затем на втором листе, если вам надо именно на бумаге его перевести, а не сразу на ткани, даже сразу на ткани вам это поможет одна выкройка с этими разрезами. И когда вы выкроили спинку, вы берете эту же выкройку и по этим разрезам кроите полочку. Вот и все, и вы никогда не запутаетесь. Но обязательно надо разными цветами пометить, где спинка, где полочка, чтобы вы привыкли к этому. И значит, вот у вас тут отверстия будут надрезаны, и вы будете рисовать горловину полочки и углубленную пройму. Сейчас я вырежу спинку, поскольку я крою на ткани, а это все я вам показала, чтобы рассказать, как это делается, то я полочку буду строить прямо на ткани. То же самое вот по спинке. Обведу спинку, а потом просто углублю на другом кусочке ткани. И все. Мы с вами уже сделали выкройку, не напрягаясь. Мы не искали ни высоту спины до талии, ни высоту, длину переда до талии, ни высоту груди, ни ширину груди, ничего. И поверьте мне, эта кофта будет сидеть прекрасно. Но для сутулой фигуры, если вам будет интересно, пожалуйста, пишите. Я подскажу, а может снимем видео, мы смоделируем, как красиво нам посадить эту модель на сутулую фигуру. Вот. Я, кстати, вам показывала только что кофту. Это была кофта сшита именно на сутулую фигуру. И сутулость была довольно большой, 1,5 сантиметра разница у нас в крое. Поэтому я сейчас вырезаю спинку, раскладываю ткань и делаю полочку. У нас все это есть. Но еще очень важный момент. Для того, чтобы нам впоследствии построить рукав для этой кофты, он может быть коротким до локтя, он может быть длинным. Выбирайте, он может быть на манжете, он может быть без манжета, это вы выбираете для себя. Замеряем пройму. Нашу пройму по спинке, первая линия у нас это спинка. Значит, ставим вот так вот сантиметровую ленту и прям по этой линии ведем до бокового среза. У меня 29,5. Значит, я пишу спина 29,5. Это я для себя помечаю, потому что когда строить рукав, чтобы не запутаться. Вот моя полочка, да? Замеряем из этой же точки по линии оката передней нашей половинки до бокового шва. У меня получается 36.
вот тот сантиметр, здесь 29,5, здесь 30,5, ну 30,6, неважно. То есть, в принципе, разница 1 сантиметр. Это нам нужны будут эти цифры. Вы себе на выкройке обязательно их запишите. И на выкройке бумажной напишите, что выкройка дана без припусков на швы. Потому что через месяц, через полгода вы забудете с припусками, она без припусков. А так у вас написано, что у вас пройма по спинке такое-то число имеет, по полочке такое-то число. Можете указать, что углубили на 1 сантиметр, можно не указывать. Это такое дело. В общем, если вы будете пользоваться бумажной выкройкой долго, планируете, тогда, пожалуйста, на ней помечайте все тонкости, все нюансы, которые впоследствии со временем можно забыть. Я вырезаю спинку и буду приступать к раскрою полочки. Режу по нижнему срезу, поскольку у меня не будет подгибки, у меня будет идти обтачка, и причем которая не требует ткани для того, чтобы ее пришивать. У меня будет срез рваный, поэтому мне не надо здесь никаких припусков. Я буду вплотную пришивать, подкладывая черную ткань, пришивать. Ну, мы, когда будем шить, вы все это увидите, будем вместе шить. Я просто беру и вырезаю по тем линиям, которые я себе обозначила. Выкроили. Теперь самый последний нюанс в этой выкройке. Когда вы уже вырезали, а можете и до того, берете и помечаете вот пометку в любом месте. Приблизительно вам захотелось вот здесь поставить. Это для удобства. Когда вы будете собирать перед и спинку, у вас здесь будет метка. Бывают же длинные кофты, да? Вы здесь вот просто делаете вот на припуске шва вот небольшую насечку, которую вы соедините впоследствии с полочкой. На полочке будет такая же насечка. Все. И когда вы будете соединять боковые швы, чтобы не было никаких перекосов, вы же видите, как ткань тянется, а бывает сильно скручивается. Вы совместили иголочкой, прихватили, все. Наша спинка готова. Так, вот я перенесла на ткань нашу спинку. Видите, вот линии спинки. Вот линии спинки. Я их перенесла, полностью вырезанную нашу спиночку, и сразу же удалила ненужные линии, для себя обозначила, что эти линии мне не важны, я на них не обращаю внимания. Это для того, чтобы не запутаться. Это наша полочка. Вот, она уже с припусками, спинка ж у нас уже были нарисованы и вырезаны припуски. И есть небольшой нюанс. Если вы кроите такую модель, любую модель, на фигуру с животиком, бывают животики очень упругие, выпуклые вперед, бывают расплывчатые, но все равно они есть, они все равно выпирают. И для этого нам, чтобы наша кофта не подскочила, когда ее оденет человек, и не торчала спереди, нам непременно надо добавить на этот животик ткань. Вот. Ее можно в данной модели, мы же не замеряли высоту груди там, или высоту переда, мы не замеряли, у нас всего только обхваты, работаем обхваты и длина изделия, поэтому здесь мы смело добавляем 2,5 сантиметра по центру, по линии сгиба полочки, по центру, вниз от низа. Опускаемся на 2,5 сантиметра. Помечаем. Мы должны нарисовать, вот и пригодилось наше лекало. Мы должны соединить эту точку с боковым срезом. Но, чтобы она была красива и красиво сидела, а не было просто скруглением к животу, у нас живот вот здесь проходит и грудь, а между грудью есть расстояние.
Меньше, как правило, меньше 10 сантиметров на взрослых людях оно не бывает. Поэтому, если крупный человек, отложите в бок 11 сантиметров. Вот где-то 11 сантиметров, да? Замерите, чтобы здесь было 2,5. Вот наша точка, 11 сантиметров. И проведите эту линию прямой. Это для того, чтобы она не выглядела, эта кофта, как слюнявчик. И уж уже от этой точки, от крайней, где мы отмерили 11 сантиметров, между ними располагается наша грудь. Вот здесь грудь и с той стороны грудь. И вот уже эту точку плавной линией соедините с боковым срезом. Вот. И вот у нас появился запас ткани, который у нас уйдет вот так вот на животик, натянется. И тогда у нас будет кофточка ровненькая. Все. Вот мы учли все нюансы. Мы выкраиваем сейчас нашу переднюю половинку. Она тоже в долевом направлении. Центр у нас линия сгиба. Посередине полочки линия сгиба. Если она у вас будет на застежке, допустим, то тогда вы разрезаете с припусками на обработку. Если она у вас без швов впереди, ничего не добавляйте, вы просто вдвое сложили ткань. Если вы захотите сделать застежку пола, вам тоже ничего добавлять не надо, вы уже нарисуете по центру линию, ну то потом, когда мы будем рассматривать застежку пола, тогда я ее объясню, чтобы не терять время. Вырезаем полочку и приступаем к выкройке рук. Если вы хотите сделать к низу, заузить, бывает так, что у человека очень узкие бедра, вот, а широкие плечи. В моем случае именно так. Поэтому к низу я немножечко заузила, чтобы сбалансировала, чтобы кофточка сидела красиво и на бедрах, и на груди. Немножечко сузила вот, по боковому шву. А теперь мы приступаем к расчетам выкройки рукавов. Берем наши талмуды, опять наши мерки, где у нас вот рукав указан. Обхват руки вверх, самая широкая, самая выпуклая часть вверху нашей ручки. Обхват руки низ. Это с учетом, несколько захватить кисть, чтобы рука прошла в рукав внизу. И длину рукава. Вот. Значит, поскольку мы будем строить рукав полностью, не в половинном размере, у нас рукав будет иметь центр. Значит, я эти замеры свои разделила пополам. Уже вместе с учетом припусков на свободу облегания. Вот. Идем дальше. Для того, чтобы нам построить рукав, нам надо знать высоту оката рукава. Давайте мы ее сначала высчитаем, а потом приступим уже к чертежу рукава. Значит, высоту оката рукава можно высчитать вот по этой формуле. Полуобхват груди, не руки, а груди. Полуобхват груди разделить на 4 и плюс 3. Это вы найдете высоту оката. Она у меня здесь получилась 18,7 по формуле. Но существует и второй способ, более простой. Раньше его очень активно использовали. Как вычислить высоту оката рукава? То есть это расстояние от плеча до нижней точки втачивания в пройму. Что мы делаем? Вот я делаю прямо на ткани чертеж, вы делаете на бумаге. Вот. Что мы для этого делаем? Берем нашу выкройку, которую мы делали, вот спинка, скажем, да? Продлеваем наше плечо, линию плеча, не припуск на швы, а линию плеча. Вот же наш чертеж, и вот наша линия плеча. Мы ее тупо продлеваем в сторону. Я подкладываю обрезок ткани, который у меня после кроя получился, для того, чтобы у меня не пачкать основную ткань. Вот я ее продлеваю, эту линию.
произвольно продлила. И продлеваем линию бокового шва. Вот она у нас, вот линия бокового шва, без учета припуска. Продлеваем ее так, чтобы она пересеклась с нашей линией плеча. Вот она пересеклась, мы нашли точку. Вот она, эта точка. И теперь нам надо замерить ее длину до линии бокового шва, где пересекается пройма с боковым срезом. Вот, мы замеряем ее длину 23 сантиметра. 23 сантиметра, и нам надо отнять от 2 до 2,5 сантиметров. Отнимаем. И у меня получается 19,5. Сантиметр разницы может быть. Я выбираю 18,7. Мне как бы сильно длинная высота оката не нужна. По формуле мне интересней. Почему? Потому что в мужских изделиях вот здесь, когда сошьем пройму и будем втачать вот здесь рукав на плече, в мужских изделиях недопустима большая посадка. А в женских, пожалуйста, сколько угодно. А в мужских изделиях 1,5 сантиметра за глаза хватает. Поэтому я выбираю вариант 18,7, который у меня пошел по формуле. Вот. Мы нашли высоту оката рукава. Нашли. Убираем все, что нам не нужно теперь. Убираем нашу спиночку сюда. Наши талмуды. Здесь у меня ширина рукава. Все просчитано, да? Отрезаем лист бумаги длиной. Длина рукава плюс припуск на подгиб и плюс припуск на шов. Это вот этот лист бумаги, если вы хотите на одном листе чертить, а не на рулоне, и будете отрезать, то вы должны высчитать эти длины. Проводим, начинаем. Все начинается обязательно с прямого угла. Я крою рукав в полном его разложенном виде, где будет часть спинки и часть переда, не в половинном размере. Значит, вот я разложила ткань. Высчитываю теперь ширину рукава. Какой ширины у нас будет рукав по верху? Значит, для этого используется такая формула. Обхват руки верха. Обхват руки верха. Вот он у нас в наших мерках. В мерках рукава он есть. Плюс припуск на свободу облегания по всей окружности рукава. У меня 8 сантиметров. Вы можете взять 6. Если бывает рука тонкая. В моем случае у парня рука накачанная пошире, поэтому я и свободу дала сверху пошире. Обхват руки верха плюс припуск на свободу облегания и разделить на 2. Почему разделить на 2? Потому что мы делаем полный крой, и нам надо половину на спинку, а половину на перед. Значит, обхват руки верха плюс припуск на свободу облегания, он может быть 4, 6, 8, 10 сантиметров. Больше 10 это как бы уже не годится, это уже для курточки утепленной, для пальто и всего. 8 это тоже очень свободно. Обычно я использую 6 сантиметров. Но для полных людей, у которых ручка сверху расплющивается, или же накачанная мужская рука, большой крупный бицепс, я беру 8 сантиметров для удобства в носке. И делим это на 2, чтобы знать, сколько нам откладывать с каждой стороны. Приступим. Выяснили мы ширину рукава и высоту оката. Для этого мы проведем горизонтальную линию. Нам нужна ровная горизонталь, которая обозначит вершину нашего рукава, вершину оката. Это будет вершина оката рукава. Вот у нас есть эта линия. Теперь на ней нужно отложить
ширину рукава. Мы определились, что обхват руки верха плюс припуск на свободу облегания и разделить на 2. С каждой стороны отложить полученный результат. Значит, сначала общая ширина у нас рукава получается 54. Это я рисую квадрат или прямоугольник, в котором я буду работать себе для удобства. Значит, по верхней линии 54. В моем случае, в вашем эта ширина рукава будет другой, потому что у вас другие припуски на свободу облегания, другая ширина обхвата руки. Вот. И мы разделили ее пополам, чтобы определить центр рукава. В моем случае это 25,2. Я откладываю 25,2. Вот, я нашла центр моего рукава. Мне надо этот центр продлить до низа, чтобы потом было удобно и внизу рукава знать, где же центр. Вот я использую свой любимый угольничек, который мне поможет провести абсолютно ровную, красивую линию. Теперь на этой линии центральная линия рукава, то есть это будет у нас с какой-то стороны будет спинка, с какой-то полочка. Вы для себя сразу подпишите, где у вас будет спина, где полочка. Ну, скажем, вот будет спина. Помечаем буквой S. Вот рукав, который будет спереди уходить на полочку. Пишем, это перед рукава. Это очень важно. В данной ситуации это очень важно. Когда вы будете вточать рукав, вам это поможет легко приспособить переднюю часть к переду, спинку к спинке. Значит, по линии центра мы откладываем длину, всю длину нашего рукава плюс припуск на подгибку. В моем случае длина рукава 65 и никаких припусков на подгибку в моем случае нет. Потому что у меня такой крой, у меня будет рваный край. Значит, я тупо откладываю 65 сантиметров, не боясь. Вот мои 65 сантиметров. Теперь нам надо определить ширину по низу рукава. Сейчас мы определим эту ширину. Обращаемся к нашим талмудам. Вот у нас низ рукава. Как рассчитывается низ рукава? Сколько же нам здесь по низу отложить? Для удобства можно провести линию, потому что это замыкающая линия, по которой мы будем уже вырезать. А вы же с учетом припуска, естественно. У меня припуска внизу нет, поэтому я не ориентируюсь на другие линии. Вот это край моего рукава. Вот это вершина, вот это низ. Все, за эти рамки я не выхожу, когда я буду вырезать рукав. Значит, низ рукава. Как нам рассчитать? По низу рукава припуск на свободу облегания всегда меньше, нежели припуск на свободу облегания по верхнему обхвату рукава. Почему? Для красоты, для того, чтобы он красиво лежал, чтобы он не задирался, не торчал, не болталась рука в этом рукаве, как церковный колокол и пестик там. Вот. Значит, я беру припуск на свободу облегания стандартную 4 сантиметра. В более узких рукавах она, естественно, меньше, но больше 4 сантиметров это уже в пальто, в куртках здесь как бы будет смотреться некрасиво. Тем более, что мы замеряли низ рукава уже с учетом нахлеста на запястье. Обхват руки внизу плюс припуск 4 сантиметра, это на свободу облегания, и делим пополам для того, чтобы в одинаково и на спинку, и на перед отложить это значение. В моем случае получилось 13. Значит, 13 в одну сторону на перед, 13 в другую сторону на спинку.
Все, мы обозначили границы нашего рукавчика. Вот его центр, вот его боковые срезы внизу. Вот граница нашего рукава. За нее мы уже не выходим. Дальше нам нужно ту высоту оката рукава, которую мы рассчитывали с вами уже. Высота оката рукава и по формуле, или по крою. В моем случае это 18,7. От вершины оката рукава опуститься на ту цифру, которая получилась у вас. 18,7. Вот это и есть высота нашего оката рукава. И провести горизонталь, на которой мы будем работать. Проводим горизонталь. Значит, с этой стороны, чтобы было ровненько. Вот это наш рукав, вот от этой линии до этой, это центр, а здесь эти края мы будем сшивать. Это верх нашего рукава под мышкой, а это высота оката рукава. Наша задача, мы же ширину уже определили нашего рукава, наша задача теперь совместить эти точки с нижними точками. Для удобства проводим. Здесь у меня ткань уже с припуском на швы, значит, отступаю 1 сантиметр. А здесь без припуска на шов. Вот я добавляю припуск на шов. Все. Вот боковой срез по спинке. Здесь с припусками на швы, здесь без припуска. Значит, я выравниваю. Вот я сразу добавила припуск на шов. Ну, автоматически. Потому что край у меня рассчитан с припусками на швы. Все. Мы низ рукава построили. Нравится ли он нам? Я думаю, что не очень. Почему? Потому что в моем случае у мужчины очень крупный бицепс, но здесь тонкое запястье. Ну что это за треугольник? Давайте мы сделаем его красивым. Для этого вот эту линию поделим пополам и вот буквально углубим, ну, на сантиметрик. Ну, зачем нам на локте вот такая ширина, да? Ну, вот буквально 0,7. С каждой стороны приблизительно наполовину делим эту линию. И вот буквально 0,7. Ориентируясь на эти точки, мы сделаем плавненький такой переход от верха рукава к низу. Вот. А здесь можно уже и ровненькой линией пройти. Вот так. Вот мы чуть-чуть его сделали более плавным. Ну, нам вот эти прямые углы, они просто не нужны здесь совершенно. Мы хотим, чтобы рукав сидел красиво. Ну, вот и мы вот так вот углубляем. Буквально красиво. Вот так вот. У нас получается более красивый рукавчик. Мы углубили и сделали красивую форму. Теперь мы переходим к построению самого оката рукава. Что нам для этого надо сделать? Подложите под вашу выкройку, под ваш эскиз, любой кусочек бумаги. Вспомогатель – это вспомогательный кусочек, на котором мы должны будем отложить, продлить линию центра. Это для удобства работы, чтобы это очень хороший способ построить выкройку рукава. Он очень прост, очень точен и без заморочек, понимаете, без всяких там циркулей, без всего.
Смотрите, вот мы продлили на этот дополнительный листик линию центра рукава. И по этой линии центра рукава на этом дополнительном листике от линии оката, высоты оката, нам надо отложить половину высоты оката. Вот, половину этого отрезка. В моем случае это 18,7, в вашем случае это другая цифра. Значит, это будет, 9 там и почти 4. Смотрите, для чего мы это делаем? 9,4 у меня получается где-то. 9 там 3,5, но я же не смогу отложить 9 3,5. Для чего мы делаем? Вот это высота нашего оката рукава. Разделили пополам, узнали вот это расстояние. Для удобства, для красоты построения вершины нашего рукава. Значит, нашли эту точку. И теперь в ту сторону, где у вас будет перед рукава, где мы помечали букву «П», в ту сторону мы должны от этой точки отложить 1,5 сантиметра. Уйти на полочку 1,5 сантиметра. Вот наша точка. Вот она. Значит, от вершины оката половина высоты оката. И на переднюю половину рукава уйти на 1,5 сантиметра в сторону. Есть, нашли эту точку. Теперь возвращаемся сюда. Вот эта линия нашего обхвата руки сверху. Мы должны вот эти расстояния поделить пополам. Вот эти расстояния разделить пополам. Значит, 25,5. Это где-то там будет 12,7 с половиной, вот так вот. 12,7. Значит, и из этих точек вверх провести линии до линии высоты оката. Вот просто вверх провести линии. Перпендикуляры. Это мы делаем вспомогательные линии для удобства и красивого оформления нашего оката рукава. Вспомогательные линии. Провели. Теперь наши новые линии надо разделить пополам. На спинке пополам. Она у нас получается 18,7 пополам. Это будет 9,3, 9,4. Вот эта точка. Вот мы разделили пополам эти вспомогательные линии, да? И на передней половинке точно так же. Вот. На передней половинке мы не делаем яркую точку. На спинке она статичная, постоянная. А переднюю точечку, которую мы нашли, мы должны опустить вниз на 2 сантиметра. Вниз на 2 сантиметра. И вот теперь вот эта точка, та, которая нам нужна. Это что касаемо переда. И что делаем дальше? Ребятки, это вообще очень интересно. Теперь у нас есть одна точка вспомогательная. Есть вторая точка вспомогательная. Значит, мы работаем со спинкой. Вот у нас спинка помечена на рукаве. Работаем со спинкой. Мы должны соединить центральную точку. Не вот эту, а центральную точку. С этой точкой на вспомогательной линии на спинке. И эту линию от этой точки провести тоненьким карандашиком, тоненьким. Она вспомогательная, ребятки. Вот до нашей ширины рукава, до линии ширины рукава. Вот.
Провели. А что касается переда, мы берем нашу вторую вспомогательную точку, которую мы отводили в сторону на 1,5 сантиметра, и объединяем ее с нашей второй вспомогательной точкой, которую мы опускали на 2 сантиметра по переду. И тоже проводим линию до линии обхвата руки по верху. Провели. Ниже нам рисовать не надо. Провели. Смотрите, что у нас получилось. Получилась такая пирамида. Вот наша вершина рукава. Вот она. Это все вспомогательно. Это мы создали себе плоскость, на которой мы создадим сейчас красивый рукавчик. Вот. Когда мы создавали спинку и полочку, мы замеряли пройму и на спинке, и на полочке. Записали эти показатели. Они у нас обязательно есть. Когда мы краили спинку и полочку, мы их записывали. Значит, поднимаем эти цифры, смотрим на нашу выкройку. В моем случае по спинке 29,5, а по переду 36. Запоминаем. Теперь оформляем непосредственно сам окат рукава. Вы можете воспользоваться лекалом, а можете не пользовать это лекалом. Можете аккуратненько сами. Непременно здесь сантиметра прямого угла сами вспомогательную линию пунктиром, поскольку когда замеряете, может нужно будет внести коррективы. Рисуем окат нашего рукава. Вот его вершина, это вспомогательно, это нам не надо уже. Мы уже использовали это. И вот мы рисуем красивый рукавчик. Проходя от вершины оката рукава к вспомогательной точке, которую мы находили на высоте оката, и выводя плавной линией к боковому срезу рукава. Вот что у нас получилось. Смотрите, за чудо. Я наведу поярче, даже если она у меня еще временная, наведу поярче, чтобы вам было видно. Но мы когда замеряем, если она будет высокой или длинной, больше, чем то, что у нас указано на наших проймах, мы будем их корректировать, значит, меньше углублять, меньше здесь вываливать его. Ну, а сейчас нарисуем, как нам хочется, красивый, используя наши точки, которые мы находили специально для создания красивого оката рукава, который ляжет в пройму как надо. Он повторит нашу пройму и не будет нигде заломов, не будет нигде торчать. И все будет замечательно. Я надеюсь, вам видны эти линии. Я стараюсь, чтобы было видно. Вот, хоть они и вспомогательные. Что мы делаем? Вот это нам уже не надо. Мы убираем эту тряпочку. Вот, а вы дополнительный кусок бумаги убираете, вам это не надо. Нам сейчас необходима сантиметровая лента. Берем наш крой, на котором указаны наши проймы. Вот пройма спинки, вот пройма переда. Я записала здесь, значит, 29,5. Моя окат рукава по спинке, вот, не должен быть больше оката проймы по спинке на изделии. В мужских изделиях это не должно превышать 1,5 сантиметра вообще. Вот, то есть, ну, она может быть пройма больше на сантиметр. А лучше, если еще меньше, если не возиться. Но это трикотаж, это не страшно. Сантиметр легко распределить, и не будет на мужском крое фонарика. Значит, замеряем. А что же у нас получилось по спинке? Кладем вот так вот, ставим стеночкой сантиметровую ленту. Вот, ставим стеночкой на наш окат. И проводим эту змейку по нашему нарисованному окату. И смотрим.
У меня здесь 32 сантиметра. Получилось 32 сантиметра. А мне надо 29,5. То есть это явно много. Ну, 29,5, то мне 30 с половиной. Как мы можем уменьшить вот эту длину? Да очень просто. Мы можем здесь не так сильно углублять. Мы можем взять выше, мы сразу убираем полсантиметра. Вот, смотрите. Сразу уходит полсантиметра. Эта линия нам уже не важна. А вот здесь уменьшить. Уменьшить вот это. И здесь уйдет у нас сантиметр. Вот, просто ниже рисуем. Но ни в коем случае не понижаем здесь. Ни в коем случае. Перемеряем. 31,5. Вот это мне подходит. Еще можно уменьшить за счет ширины рукава. То есть мы же давали большой, у меня большой припуск 8 сантиметров. У вас он может быть 6 сантиметров, может быть 4. Вот, все равно у вас есть запас, где вы можете здесь в ширине, вот только в этих точках, нигде ни в каких других, убрать по полсантиметра. Если вы, вот, допустим, наметали рукав, померили, или вот по чертежу видите, вот здесь можно убрать по полсантиметрика в этих уголках. Все, и так уменьшить рукав. Но вот это расстояние мы не имеем права трогать ни в коем случае. Дальше мы меряем по переду. Что же у нас получается по переду? Ставим и ведем четко нашу змейку по линии. По линии оката рукава, которую мы создали. У меня здесь 32 сантиметра, а у меня 36, тоже 1,5 сантиметра. Давайте мы немножко уберем углубление, сделаем более прямую линию. Вот здесь, значит, я сильно углубила, оно мне не надо. Вот я уже убрала где-то 0,7. Смотрите, вот я сколько убрала лишнего. Вот если огибать эту длинную линию, то она будет длиннее вот этой линии. И здесь я немножечко срежу тоже вот так вот эти выпуклости. Ну, буквально не сильно только. Выходя на эту точку. Это пересечение этой точки, это неизменно. Неизменно, ни в коем случае. Мы можем играть только с нашими шляпками и шириной, поскольку мы давали припуски на свободу. Все, замеряем новую линию, убеждаемся, что она нас устраивает. 31,5, у меня 36, ровно 1 сантиметр. Это просто фантастика. Значит так, вот наши детали. Вот полочка, видно по горловине. Вот спинка. Есть. Вот наш рукав. У меня ткань сложена вдвое. У вас лист бумаги, вам 2 листа бумаги не нужно. Но если вы кроите на ткани, вы складываете вдвое. А если у вас экономия ткани, и ткань позволяет в разных направлениях делать крой, то есть один сверху, а другой снизу, соблюдая долевую нить по центру рукава, то в целях экономии ткани вы можете выкроить один рукав вот так, а второй вот так. Это позволит вам сэкономить ткань, потому что не всегда ширина ткани позволяет после выкройки переда и спинки разложить рукав именно вот так вот, как он у меня есть, сложить ткань вдвое, чтобы получился рукав. Бывает так, что здесь обрезан кусок ткани снизу. Вы один кладете вот так, а другой рисуете широкую часть вот здесь. Потому что здесь сужается ткань, значит, здесь позволяет второй рукав положить широкую часть. Вот, собственно, и все. Теперь вы у себя на выкройке добавляете припуски на швы. Вот это уже
линия не нужна. Мы же скругляли здесь, эта линия уже не активна. Вот наша линия скругления. Мы сужали красивенько, плавненько рукавчик сужали. Значит, теперь наша задача вырезать с учетом припусков на швы и подгибы. У меня нет подгибки, у вас она есть. Значит, вы сюда должны ее добавить непременно. И если вы ее сюда добавили, скажем, 4 сантиметра, да, вот вы добавили 4 сантиметра на подгибку, то смотрите, у нас здесь рукав идет не ровная линия, она вот здесь широка, здесь узка. Значит, вот этот край надо немножечко расширить, буквально там на 0,7-0,5. Когда вы будете подгибать эту подгибку, она ляжет вот сюда. Если вы сделаете прямой, ее будет не хватать на этой ширине. Поэтому вы непременно немножко на расширение к низу подгиба делаете вот здесь. Обязательно даем припуски на швы по окату рукава. Непременно. Нам же надо его вшить будет в спинку, в полочку. Непременно. И вырезаем наш рукав. Вот и все, что касается рукава. Это просто потрясающая система. Очень легкая, очень понятная. И рукав всегда очень хорошо ложится в пройму. Особенно трикотажных изделий. Особенно. Не нужно ничего тянуть, там ничего присобирать. Он ложится как надо. И всегда лежит хорошо на руке. Вот. Не забывайте, если у вас здесь сильно широко, полненькая ручка, допустим, да, обязательно сузьте. Вот посередине, скажем, предположим, что это линия локтя. Если вы не замеряли там высоту локтя, да, вы просто линию вот эту поделили пополам, и вы можете вот здесь сузить вплоть до сантиметра с каждой стороны. Вплоть до сантиметра. Обычно я ухожу на 0,5, на 0,7. Но если не стандартная ручка широкая вверху, то можно вот так вот сделать. Все, наш крой готов. Я вырезаю. Вот, сделаю паузу небольшую, чтобы вы разобрались с этим, сами нарисовали, посмотрели. Может, будут вопросы, всегда пишите, пожалуйста. Если вы не успеваете за мной, на паузу нажимайте, переписывайте формулы, используйте их. Вы эти формулы и этот крой можете использовать и на мужскую, и на женскую одежду, и на детскую одежду, спортивную, даже курточки можно шить, используя только другие припуски на свободу облегания. Но эта выкройка очень удобна, проста, без заморочек. Вот. Особенно это касается людей, которые еще не умеют правильно делать замеры. Вот. Бывают они неточные. Вот человек меряет, и у него получается плечо 10 сантиметров. Не бывает плечо у взрослого человека 10 сантиметров, если только он не инвалид. Вот. Как правило, от 11 сантиметров идет отсчет. Но бывают исключения, когда у человека травма там, спины там, или еще чего, плечико бывает очень маленькое. Но это исключение. Вот. Поэтому бывают частые ошибки в замерах. А здесь как бы ну, совершенно легко обмерили грудь и обмерили бедра. Вот и все. И ручки точно так же, вверх и низ, и длина рукава, и длина изделия. Это элементарно, это быстро, просто, доступно и понятно. Вот. Я буду вырезать рукавчик. Сделаю небольшую паузу, пока вы делаете свою работу, а затем мы приступим к раскрою брючек к этому свитшоту. Спасибо вам огромное за внимание. Перед кроем брюк спортивных к этому свитшоту мы соберем сам свитшот, сошьем, разберем нюансы, а затем приступим к крою брюк. Всего вам доброго, дорогие мои! Мне очень было приятно поделиться с вами тем, что знаю и умею я. До новых встреч!